Друзья, я готовлюсь сейчас к классу в Армении. Еще раз напомню, на каких холстах, на каких устройствах я работаю. У меня есть кассетник из вот таких плоскостей. Это вспененный полистирол. Ну, здесь десятка, 10 миллиметров. Лучше, конечно, 5 миллиметров, если вы найдете. 5 миллиметров это бортики. И их можно сделать из пенокартона. А можно из того же вспененного полистирола, если вы найдете 5 миллиметров. Из всего можно. Из 5 миллиметровой можно все делать. Так вот, это мы пока отложим. У меня холст Караваджо итальянский. Можно использовать тот, который вы любите. Просто хочу показать технологию. У меня нарезаны такие шаблончики, которые, кстати, я с собой беру. Из бумажки. С размерами, с разными. Которые небольшие, которые мне удобны. Кстати, лучше стандартные размеры использовать с тем, чтобы потом их вставлять в разные рамы, которые у вас есть. Ну так вот, берем мы этот шаблончик, например, да, и прикладываем, оставляя примерно 5 миллиметров снаружи и разлиновываем по нему наши, я один сделаю, чтобы вам показать. Наши холстики, на которых мы будем писать. Ножницами можно проще всего. Либо ножом, с линейкой. Кто как любит. Вот у нас появился такой холстик. И есть эта плоскость, о которой я говорил раньше. Есть у нас еще малярный скотч. Такой узкий. Все. И я из этих холстиков сочиняю себе удобные такие. Вот я приклеиваю. Удобные поверхности, на которых буду писать работы. Все. Очень все быстро делается. Почему нужны эти 5-7 миллиметров краешки? Во-первых, вы же потом будете вставлять это все в раму. И если этюд ваш или работа небольшая, то рама ведь съедает 5 миллиметров с каждой стороны, съедает ваше рабочее пространство. А так вы сможете все, что вы написали, будет в раме видно. Без всякого, ничего не будет съедаться. И вот таких разных форматов я сюда наклеиваю, пишу. А потом, вот на обратной стороне у меня есть. У меня таких фанерок, этих самых плоскостей, несколько, штук можно 10 брать. Сколько влезает в ручную кладь самолет? Такой набор у меня получается, сантиметров 15. И они подсыхают. Я их потом отклеиваю, на их место пришпандориваю другие и пишу. И потом они постепенно подсыхают, я уже их сюда укладываю, другую плоскость на нее и еду дальше. То есть можно, вот у меня сейчас поездка в Армению, потом на Гарду, потом на Сицилию, и я надеюсь, что мне моих холстиков я заготовил хватит. Кстати, можно их, конечно, в рулоне провести, это кто как хочет. А можно заранее все. Да, можно там все это разлиновывать, исходя из мотива и размера. Но я люблю и заранее все делать. Бишкек. Скажите, пожалуйста, на картине голубой цвет, как можно добиться, какие цвета мешать? Я использую королевскую голубую фирмы Мастер-класс. Похожий цвет продается у бренда Шминки, по-моему, называется. Но если этих красок нет, его же легко сделать. Берите ультрамарин, чуть-чуть розоватый какой-нибудь краплака. Попробуйте разные розоватые краски, если прям уж так сильно надо. И пробуйте еще вместе с кобальтом. То есть в ультрамарин с белилами нужно добавить немножечко фиолетовости. Такой вот розовинки. И добьетесь такого цвета.
Ольга, у меня к вам вопрос не совсем по теме. Чем эскиз отличается от картины? Как понять в процессе рисования, что передо мной уже картина, а не эскиз? Я предлагаю, Ольга, все работы, которые вы делаете, писать как большое законченное произведение, только в малом формате. И если вы потом из него делаете большую работу, то он останется эскизом. А если вы не делаете большую работу, то он будет законченным произведением. Вот и вся фишка. Мне кажется, такой подход усиливает мотивацию делать каждое с конвейера выходящее, значит, изделие с законченным, ну, я не знаю, шедевром. Ну, с вашей стороны такое намерение, чтобы сделать его прям, ну, супер. Поэтому получается так, что бы вы ни делали, и сколько бы работ вы ни сделали, прям с одной точки, оно будет, ну, каждая работа будет завершена. А потом сядете дома, разложите и посмотрите, какая из них наиболее выигрышна. И сделайте большую работу, а тот превратится в эскиз. Давайте порассуждаем. Я вот мальчиком ходил по Третьяковке. Мне очень нравились, ну, этюды, да, называются. Маленькие работы мне нравились. Там Левитана, Коровина, Серова. Они для меня имели большее значение, чем большие работы. Если это так, просто от этой точки мы оттолкнемся. Если для зрителя имеет значение небольшая работа, эскиз для кого-то, то почему ее ценность, просто цена в денежном отношении, должна быть меньше, чем у большой? Ну, хорошо, на килограмм краски художник больше потратил, но килограмм краски – это самое последнее, что входит в ценность произведения, согласитесь. Маленький бриллиант, да дорог. Я просто бываю в разных домах и заметил, что я у одной там небольшой работы могу там долго находиться, а на большую даже не взглянуть. Ведь от того, как это написано, играет роль. Ну какая мне разница, большой формат или маленький? Если она написана классно, если меня она изменяет как зрителя, значит для меня ценность ее не определяется квадратными метрами и унитаз-часами художника. Да, может быть, взял он ее, за минуту написал, но это же мастерство. Я же оцениваю мастерство, которое изображено на холсте. Это для меня важно, потому что я пропитываюсь волшебством, изложенным там в каком-то произведении. Ну хорошо, другой пример. Почему, я не знаю, опера не должна спорить с, я не знаю, небольшим музыкальным произведением, с голосом, например, ну с песней, например, да, которая сильнее захватывает слушателя, зрителя, или хайку, например, там, я не знаю, 5 строчек. Разве нельзя ее сравнивать по воздействию, я не знаю, ну, с каким-нибудь стихотворением огромным? Может быть, в этой вот недосказанности, в этой вот на чуть-чуть все, вот намеки содержится столько энергии, которая даже не поместилась в эти 5 строчек. Но эта хайку-хокку живет в тебе, я не знаю, всю жизнь и открывает новые горизонты. Ну, разве ценность ее невелика? Может кто-то скажет, другая весовая категория, согласен. Но чем мерить? Если мерить изменением человека, зрителя, то формат не имеет значения. Наталья Юзер. Потом все эти рамы с работами отнесите на помойку. Тут про мои рамы много чего. От Зиваика. У вас спрашивали, как вы делаете рамы, чтобы показали, как вы их выпиливаете, собираете, а вы показали, как их красите. А сегодня вообще там один человек написал, что не морочьте голову, вы не делаете рамы, а только красите. Ну да, я много раз говорил, что и не делаю. Да, плотник делает рамы, я их крашу. Но вопрос, как красить-то? По-разному красить деревяшки. Иные рамы выглядят дороже картин. А на иные просто даже и смотреть не хочется. Тут вопрос, как покрасить. Ну да ладно, рамы на помойку, да? А вы знаете, очень многим коллекционерам, которые, ну вообще людям, которые мне покупают работы, нравятся очень мои рамы.
и они не хотят фабричные, потому что в моих рамах есть некий хаос, такая вот чертовщинка, ну, как продолжение моих работ. Рама вообще это продолжение работы, согласитесь. Завтра на моем канале на YouTube будет прямой эфир. Приходите в 20 часов по Москве. Ну, поговорим, пообщаемся, готовьте вопросы. Друзья, отмечайтесь, пожалуйста, в журнале. И предлагаю еще посмотреть кино «Как не запутаться в цвете». Там тоже, пожалуйста, отметьтесь и подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали. Ну, пока.